Если вы женщина и тем более блондинка, я настоятельно рекомендую вам приехать в Мексику. И в этом видео вы узнаете почему. Всем привет, меня зовут Элла. В этом видео я хотела бы поделиться с вами некоторыми наблюдениями, конкретно которые относятся к теме женщины и блондинок. И почему именно эта аудитория теперь может рассматривать вариант переезда в Мексику. Для такого заявления я подготовила для вас 3 аргумента. Первый из них. Скорее всего, вы уже наблюдали такую ситуацию, а может и вовсе в ней участвовали, когда, допустим, происходит какая-то авария, и если за рулем мужчина, то, скорее всего, большинство людей просто скажет, что ну, бывает. Но, тем не менее, если за рулем была женщина, и именно она спровоцировала эту аварию, что скажут? Ну как же, женщина за рулем – это беда. Знакома ли вам такая ситуация? В этом случае я могу вас обрадовать тем, что в Мексике подобного нет. Никакого мифа либо предрассудков насчет того, как же водят женщины, здесь нет. А если мы возьмем конкретно тему парковки, то здесь парковаться не умеет никто. Ни мужчины, ни женщины, так что вообще никакой разницы здесь нет, водитель мужчина или женщина. Поскольку здесь нет никаких обязательных экзаменов для того, чтобы получить права, то каждый водит и паркуется так, как умеет, так, как может. Плюс еще на большинстве парковок всегда есть человек, который вам помогает припарковаться абсолютно в любом месте, будь то какой-то двор, будь то стоянка в торговом центре. Так что умение самостоятельно припарковаться здесь, в принципе, ну и не так-то нужно, потому что всегда есть кто-то, кто поможет. Так что, дорогие женщины, в следующий раз, когда ваш муж будет на вас сильно ругаться на то, как вы не умеете ездить либо парковаться, то знайте, в Мексике у вас такого не будет. Единственное, что я могу сказать, и, наверное, даже назвать самым большим минусом именно мексиканских женщин за рулем, так это то, что главная причина, почему они провоцируют либо попадают в аварии, так это потому, что они красятся за рулем. Причем не просто поправляют макияж, а реально красятся с самого начала и до самого конца. Как вы понимаете, красивую ровную стрелку нарисовать во время движения достаточно сложно. Чтобы не рисковать красивыми глазками, местные женщины предпочитают все-таки пожертвовать машину. Так что это правдивый факт, что самая частая причина, почему мексиканские женщины провоцируют аварии либо попадают в них, так это именно потому, что они красятся за рулем. Аргумент номер 2. Бытует такое мнение, что девочкам, нам не особенно нравится математика, физика, всякие циферки, расчеты и прочее. Как-то все-таки мы предпочитаем какие-то другие науки. И в принципе, наверное, встретить на инженерном факультете девочку – это огромная редкость. Мне кажется, наверное, из 3 студентов на инженерном факультете, из них встретить одну девочку – это уже просто какое-то чудо. В Мексике, тем не менее, нет абсолютно никаких предубеждений насчет того, что женщина не может быть математиком, инженером, физиком и так далее. И в принципе здесь даже довольно большое количество девочек, которые действительно интересуются именно этими профессиями. В этом плане здесь все очень даже обстоит хорошо. И встретить девушек на инженерном факультете в принципе не такая редкость. Конечно, это нельзя сказать, что одинаковая пропорция, но допустим из 300 человек 100 будет девочек и 200 будет мальчиков, что в принципе уже является достаточно хорошим показателем. Так что, девушки, если хотите быть инженером, математиком, физиком, знайте, что в Мексике никогда и никто не будет ставить под вопрос ваши математические умения и знания. Ну и 3-й аргумент будет особенно интересен не просто женщинам, а конкретно блондинкам, потому что, скорее всего, если вы блондинка, будь то натуральная, будь то крашеная, тем не менее, все одинаково страдают от вечных анекдотов, шуток и приколов про блондинок и опять-таки про их умственные способности, которые якобы оставляют желать лучшего. Кто знает, откуда появился такой миф, но тем не менее, явно вам тоже знакома эта ситуация. Ну что ж, в Мексике такого вы никогда в жизни не услышите. Поскольку здесь, в принципе, все женщины имеют темный цвет волос, то если вы светленькая, то вы будете просто центром внимания, причем как мужчин, так и женщин. Кто будет восхищаться вами в целом, кто будет восхищаться вашим цветом волос, даже их структурой, потому что она отличается. И никто никогда в жизни не осмелится вам что-либо сказать, либо усомниться, насколько же вы умные, потому что здесь таких шуток вообще просто нет, и их не понимают. Их ассоциация с блондинками, так это красивые иностранки, экзотические женщины. Так что задумайтесь. Ну что, на самом деле быть женщиной в Мексике тоже бывает не так просто, именно потому, что все-таки здесь есть неравенство полов, которое очень сильно ощущается. Разница в зарплатах,
безопасность женщин и прочее, конечно, оставляет желать лучшего, но тем не менее есть определенные аспекты, которые тоже можно назвать плюсами. И несмотря на то, что здесь существует дискриминация женщины, в том числе и ее место и предназначение, тем не менее новое поколение, могу честно сказать, что достаточно с большим уважением относится к женщинам, что, конечно, радует и тоже вносит свой вклад в изменение вообще этого общества. Так что, девочки, не бойтесь, приезжайте, наслаждайтесь этой страной, мексиканцами, их гостеприимством и романтичностью. Если, кстати, вы хотите вдохновиться, какие же места посетить в Мексике, то обязательно загляните в мой плейлист о путешествиях по Мексике. А если вы просто хотите понять немножко получше эту культуру и с ней ознакомиться, то в описании я также оставляю всегда плейлист с видео, в которых вы можете найти эту познавательную информацию, которая, скорее всего, вам очень поможет во время вашего путешествия в Мексику. На этом я с вами прощаюсь, увидимся в следующем видео.